Здравствуйте! Продолжаем нашу серию о заточке ножа. В первом видео мы точили на камне, то есть вот на таком же круглом. Но это не камень, это другой. Но первое, значит, на камне. Второе мы точили на чашке. И третье мы сейчас будем уже делать вот доводку. То есть мы будем на вулканите. И что из себя представляет вулканит? Это уже будет доводка. Дальше уже после заточки. Точили на чашке. И вот сейчас на вулканите. Что из себя представляет вулканит? Это вот спеченная резина. То есть берут резину, берут электрокорунт или карбид кремния. Электрокорунт это вот обычное зерно, такое это белые камни. Карбид кремния это зеленые. Берут и спекают с резиной. И получается вот такой вулканитовый круг. А для чего же вообще он нужен? Медленно снимает металл, в отличие от круга, который на, допустим, на керамической связке, на бакелитовой связке, то есть который обычный наждачный камень для заточки. Он снимает металл менее агрессивно, то есть он мягко снимает и мало металла. И поэтому он подходит для доводки инструмента, также заточки. Ну, естественно, заточка там уже не сделать спуски, а просто заточить. Для шлифовки также подходит и для чистовой обработки. То есть уже конечные результаты, грубо говоря, уже после основной работы на камне. Заусенцы с режущей кромки. То есть вот она получилась, вот она с одной стороны, вот с другой. И сейчас мы будем эти заусенчики убирать мягенький, вот он, смотрите какой он гибкий. То есть он будет металл снимать менее агрессивно. То есть он будет как бы уже дело идет к шлифовке. Но это и есть как бы уже своего рода шлифовка, доводка, заточка. То есть уже такая заточка уже на мелком зерне. И вот смотрите, как он гибкий, тоненький. Видите, площадь маленькая. Снимать металл он будет лучше. Нагрев металла будет меньше. Если широкая, то есть он будет греть его вот, допустим, вот так вот. Вот такой ширины он вот здесь и будет его греть. То есть нагрев металла будет меньше. Здесь больше, то есть если широкий. А здесь он будет нагрев металла меньше. То есть сильно давить, естественно, не надо. И как же на нем работать? Вот так вот уже нельзя, потому что он резиновый. То есть он будет вращаться на меня. Он резиновый, мягкий, зацепит режущую кромку. Просто кусок круга вылетит или ножик полетит. В общем, категорически нельзя. Если он вращается на вас, переворачивайте вот так. И вот таким вот образом будем кромочку нашу подправлять, то есть шлифовать, убирать заусенчики. То есть уже чистовая обработка пойдет. Ну и давайте приступим. Включаем. Тут сильные обороты даже и не нужны, но у меня все равно 3000 оборотов, но меньше, 2850. И начинаем. Начнем вот с этой стороны. Вот с этой, потом перейдем на другую. Только так. Защитный кожух нужен защитный кожух. Я не стал одевать, чтобы было видно. Потому что он у меня закрывает, и тут остается буквально вот такое вот, вот такое вот расстояние, там ничего не видно. Защитный кожух, очки обязательно одевайте. Станок закрепляйте. Вот я его закрепил к столу. Разгоняем и начинаем работать. Выставляем угол режущей кромки. Еще забыл сказать. Ни в коем случае на уголок тут тоже нельзя. Потому что резина может зацепить. Только вот в плоскость входим. Вот полной плоскостью, торцом. Ни в коем случае не так. Не так. То есть вот так. Не вот так. То есть он даже вот так вращается тоже. Нельзя, потому что он истончается, может быть разлет. Только торец. Это техника безопасности превыше всего. Разгоняем наш круг. Ставим. Попадаем, значит, в угол, который нам нужен. И начинаем точить. Одной рукой держим плотно, как тисками. Второй направляем. Ниже уровня. Подручник не стал одевать, точим немножко ниже уровня середины. И начинаем. Сильно не давим.
Вот, смотрите, какая ровненькая кромочка вот получилась. Вот смотрите, давайте ближе. Вот он, подводик наш. Как он полирнулся хорошо. А вот этот, смотрите, какой. Вон, видите? Вот в чем разница. Тут какие большие риски. Хотя зерно на чашке было не крупное, но все равно. Ну вот, видите, тут уже чистенько. Но мы еще раз, раза два пройдем. Сильно не давите, это резина, потому что сильно даванете, будет рваной резиной пахнуть. Она вам это зачем? Немножко, станок все сам сделает. Легкое касание, ну естественно, чтобы не вибрировало, легкое касание без давления. Ну, руку наработаете, дело быстро пойдет. О, смотрите, вот она. Какая кромочка получилась. Вот смотрите, подводик. О, какой красивый. Ровненький, четкий, шлифованный. Переходим на вторую сторону. То же самая процедура. Круг на меня вращается. Кромку держите по ходу движения круга. Чтобы ее против круга нельзя. Потому что вырвет. Кусок резины или ножик вырвет. Начинаем. Попадаем в подвод. Искру смотрим, чтобы она была в одном направлении, на одном месте, чтобы искра туда-сюда не бегала. Это значит, вы меняете угол соприкосновения. Должна быть четкая, ровная в одном месте. Тогда держите правильно. Вот видите, в одном месте. Посередине желательно. Только искра начинает смещаться, держите неровно, неправильно. Вот, видите, серединка. Ну, идеально, конечно, не будет, но старайтесь. Угол прижима, вот он. Давайте посмотрим. Как у нас здесь, вот смотрите, какая четкая. Вот она, подвод наш. О, как хорошо. Все. Ну, еще раза два. Вот, смотрите, красота какая. Вот здесь вот, видите, большие риски. Вот здесь вот нам надо поработать. Вот здесь вот меньше, а здесь вот больше. Включаем, дорабатываем. Ножик длинный, за ручку уже неудобно держать. Можно немножко вот сместить, чтобы плотнее было, чтобы он не бегал. Ну, еще разок пройдем сейчас по всей. А вот здесь немножко, видите, вот здесь вот ровно идет. А здесь я вот угол изменил, видите, что получилось? Надо делать, чтобы было ровно. Вот. Так ровнее получается. Шлифанул уже. Ну вот, в общем.
тут уже зашлифовал. В общем, вот она получилась. Смотрите, здесь. Вот она. И здесь. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь еще надо чуть-чуть. Ну, а как вы? С одного раза все равно рисочки надо убирать. Вот, мы закончили. Все, вот они, наши подводики. Здесь. Вот он здесь. Все. Следующий этап. На вулканите мы работу закончили. То есть мы заусенцы убрали. Теперь следующий. Это все равно своего рода, ну это заточка была, но это уже, это уже мелким абразивом. Следующее будет у нас уже полировка. То есть будем полировать, чтобы ножик практически уже там брил волоски, резал бумагу без задиров. Это этап следующего видео. Спасибо всем, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего времени суток.